Настоящий трагизм жизни заключается в том, что старыми становятся слишком рано, а мудрыми слишком поздно. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. Что началось гневом, оканчивается стыдом. Многие думают, что покупают наслаждение, а сами продают себя ему в рабство. Одно сегодня стоит двух завтра. Если делаешь то, что не следует, терпи то, что не нравится. Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль. Рано ложиться и рано вставать – вот что делает человека здоровым, богатым и умным. Всякий разумный человек извлечет больше пользы от общения со своими противниками, чем с самыми горячими сторонниками. Кто не ест слишком много, никогда не ленится. С тех пор, как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, чем требует природа. Лучше красиво делать, чем красиво говорить. Лень плетется так медленно, что бедность быстро нагоняет ее. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Многие люди умирают в 25 лет, а в могилу попадают только к 75. Выбирать друзей не спеши, менять их тем более. Время – деньги. Кто утверждает, что деньги могут сделать все, вполне вероятно, сам может сделать все ради денег. Тот дурно воспитан, кто не переносит дурного воспитания в других. Гордецы ненавидят гордость в других людях. Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли. Замкнуть дураку глотку невежливо, но позволить ему продолжать просто жестоко. Перед свадьбой шире раскрывай глаза, а после прищуривай. Тот, кто дожидается удачи, никогда не знает, будет ли он сегодня ужинать. Порок знает, что он уродлив, поэтому надевает на себя маску. Зная всему свое время, большая спешка приводит к большим потерям. Тот не владеет богатством, кто позволяет богатству овладеть собой. Если хочешь избавиться от гостя, докучающего своими визитами, дай ему взаймы денег. Прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйся со своим кошельком. Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас не отнимет. Кто живет надеждой, тот рискует умереть голодной смертью. Труд – отец счастья. Меньше говорите, больше делайте. Слова покажут ваш ум, но действия – вашу значимость. Красота без доброты умирает невостребованной. Лень делает всякое дело трудным. Непрестанные жалобы есть вопиющая неблагодарность за все те блага, которые нам доступны. За обедом съешьте немного, за ужином еще меньше, а еще лучше лечь спать совсем без ужина. В 20 лет человеком властвует желание, 30 лет – разум, 40 лет – рассудок, 50 лет – мудрость. Самый благородный в мире вопрос звучит так: какое доброе дело я могу совершить? Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину и никогда полностью не восстанавливаются. Первая степень безумия – считать себя мудрым. Вторая – говорить об этом. Третья – отказываться от советов. Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Вот вам и философский камень. Сначала научи ребенка слушаться, а потом сможешь научить, чему захочешь. Тому, кто хочет жить в мире и покое,
Не следует говорить все, что он знает, и судить то, что он видит. Усталость – лучшая подушка. Опыт достается дорогой ценой, но дураков ничто иное не научит. Будь вежлив со всеми, общителен с многими, фамильярен с некоторыми. Тот, кто не подчиняется, не может командовать. Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть. Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль. 1 грамм предусмотрительности стоит столько же, сколько килограмм лечения. Если хочешь продлить свою жизнь, укороти свои трапезы. Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств. Умирающему ничего не дается легко. Одолжи денег врагу, и ты приобретешь друга. Одолжи деньги другу, и ты потеряешь его. Холостяк – незавершенное существо. Он схож с половинкой ножниц. Помните, что деньги обладают способностью размножаться. В каком бы положении люди ни находились, они всегда могут найти удобство и неудобство. Сильный тот, кто сумел победить свои дурные привычки. Если ты не внемлешь благоразумию, то оно тебе обязательно отомстит. Ни о ком не говорите плохо, но расскажите все хорошее, что знаете о каждом. Понуждай сам свою работу, не жди, чтобы она тебя понуждала. Разврат завтракает с богатством, обедает с бедностью, ужинает с нищетою и ложится спать с позором. Если ваша голова из воска, не выходите на солнце. Скромность – подражать Иисусу и Сократу. 3 переезда равны 1 пожару. 1 хороший муж стоит 2 хороших жен. Чем реже товар, тем он дороже. Брак без любви чреват любовью вне брака. Любишь жизнь? Тогда не трать время зря, потому что жизнь состоит из времени. Кто так часто обманывал тебя, как ты сам? Гордость, обедающая тщеславием, получает на ужин презрение. Есть 3 вещи, сделать которые необычайно трудно: сломать сталь, раскрошить алмаз и познать самого себя. Человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Это одинаково справедливо как для ума, так и для тела. Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите ее перед подругами. Следовать вере можно только вслепую. Кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое. Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие. Существует 3 верных друга: старая жена, старая собака и наличные деньги. Самое лучшее, что вы можете дать своему врагу – прощение, оппоненту – терпимость, другу – ваше сердце, ребенку – хороший пример, отцу – уважение, матери – поведение, благодаря которому она будет гордиться вами, себе – уважение, всем людям – милосердие. Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету. Вы никогда не пожалеете о том, о чем сумели умолчать. Способный терпеть способен добиваться всего, чего он хочет. Спокойствие и терпение – это величайшее проявление внутренней силы, а имеющий такую силу сможет достигнуть всего, чего захочет. Всегда будь в войне со своими недостатками, в мире со своими соседями, и каждый Новый год находи себя лучшим человеком. Демократия – это когда 2 волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. Свобода – это когда хорошо вооруженный ягненок
оспаривает результат такого голосования. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники. К кипящему горшку мухи не летят. Вино – это постоянное напоминание о том, что Бог желает видеть нас счастливыми. Бойся причинять людям зло, и тебе не придется бояться ничего другого.